Привет, друзья! Я рада тому, что вы снова зашли ко мне в гости. Это значит, что вы так же, как и я, любите свечи. Сегодня я бы хотела задать вам один вопрос. Как вы думаете, что является самым важным при изготовлении свечи? Многие наверняка бы ответили мне, что это тип воска, аромат или емкость. Да, все это играет безусловно важную роль. Однако сердцем свечи является именно фитиль. Без правильно подобранного фитиля свеча не может функционировать, так как она должна гореть чисто и равномерно. Именно фитиль соединяет воск и пламя. А потому сегодня я хочу рассказать вам более подробно о том, какие бывают фитиля и какие из них я использую в своей работе. Самое главное при выборе фитиля – тип воска и диаметр свечи. Итак, какие же бывают типы фитилей? Большинство качественных фитилей изготовлены из сплетенных, связанных или скрученных хлопковых волокон, чтобы стимулировать медленное и последовательное обжигание. Итак, первый вид фитиля – это так называемый крученый фитиль. Это туго скрученные хлопковые нити разной толщины, обычно изготовленные из 3 или более пучков хлопкового волокна. Они очень последовательны в своем горении и являются наиболее часто используемыми фитилями в формовых, столбовых и конических свечах. Вот вы видите, одна из таких формованных свечей, которую я сделала в виде девушки, я использовала именно этот вид фитиля. Его можно вот на верхушке, если вы видите, можно декоративно как-то завернуть или сделать бантик, или просто оставить, вот как я просто обрезала и оставила кусочек фитиля в пионе. Второй вид фитиля – это фитиль-косичка, плетеный. Эти плетеные или вязаные фитили более округлые и более прочные, чем крученые. Они также используются в формованных свечах. Однако для изготовления своей формовой свечи я все же брала крученый фитиль, первый, который я вам показывала. Сейчас перед вами, друзья, фитиль с фитиледержателем вощеный. Плоские хлопковые фитили с вплетением бумажной нити и вощением оснащены металлическим держателем. Такой фитиль подходит для работы с соевым, кокосовым и пальмовым воском, а также для изготовления гелевых свечей. Вы сейчас видите перед вами свечу, это гелевый воск в сочетании с соевым, и внизу практически фитиль не виден. Преимущество также этого фитиля является тем, что у него снижен эффект гриба, что позволяет гораздо реже подрезать фитиль и уменьшить количество копоти при горении. Еще один тип фитиля – это вощеный фитиль парафинированный. Это тот же самый фитиль, плетеный из хлопка, но покрытый воском или парафином. Подходит для любого типа свечей и не требует дополнительной обработки. Преимущество такого фитиля в том, что он удобен и прост в использовании, а также можно приобрести такой фитиль сразу с фитиледержателем. Вот перед вами свеча, в которой я использовала соевый воск и гелевое сочетание и использовала именно этот фитиль. Он достаточно крепкий и очень хорошо горит в изделии. Также можно использовать такой вид фитиля исключительно в гелевом воске. Вторую свечу, которую вы сейчас увидите, я использовала именно этот тип фитиля. Однако у меня свеча имеет небольшой дефект, потому как я не закрепила полностью фитиль хорошо достаточно, и он немножечко изогнулся внутри. Однако же при прозрачной свече он очень удобен для работы. Используйте с гелевым воском.
Ну и, наконец, еще один вид фитилей, который мне очень лично нравится, это деревянные фитили. Они стали популярны в последние годы благодаря визуальной эстетике, которую они создают, и мягкому звуку треска. Деревянные фитили доступны в виде однослойных и двуслойных, изготовленных из различных пород деревьев. Вот как вы видели, они также бывают разного цвета, черные, коричневые. Сейчас вы видите свечу, которую я сделала в кокосовом контейнере и использовала как раз такой вид фитиля, деревянный фитиль. Мне кажется, это очень эстетично, и когда зажигаешь такую свечу, идет легкое потрескивание. Еще что я вам хочу показать, это держатели для фитилей. В данном случае вы видите для деревянных фитилей, также существуют для хлопковых, вот как сейчас. Хлопкового фитиля вот такие используются держатели. В некоторых случаях фитиледержатель не нужен, но все же чаще всего мы непосредственно изготавливаем свечи, используя держатель. И он позволяет укрепить фитиль по центру свечи, а также является помощником при соблюдении техники безопасности, так как останавливает пламя, не позволяя ему дойти до дна при выгорании воска. Держатели, как я уже сказала, вы видите, бывают для деревянных фитилей и для хлопковых. И в заключение, друзья, все, что остается мне показать, это липучки, при помощи которых мы закрепляем фитиля, укрепляем их на дне контейнера или стакана или бокала, в зависимости от того, с чем мы работаем. Очень удобно пользоваться, быстро, просто приклеиваем к металлическому основанию фитиля, и вуаля, мы можем закреплять. Видите, она достаточно липкая, закреплять наш фитиль на дне любого контейнера. Также я покупаю еще вот таких вот роллах. Вы видите маленькие пятнышки такие на бумажном ролле, и они также очень тягучие и удобно пользоваться при закреплении металлической основы фитиля. Ну что, друзья, это в принципе все, что я вам хотела показать на сегодня. Встретимся в следующем видео. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте мне лайк. Если есть вопросы, буду рада ответить в комментариях. Встретимся в следующую пятницу или среду, потому как я хочу немного нарушить мой график выкладки моих видео в эфире. Всем приятного вечера, времени суток, утра, дня, в зависимости от того, кто в какой стране меня смотрит. До встречи, друзья!